Привет! Я сегодня в Бангкоке, и сейчас я хотел бы рассказать про топ-3 места, которые, наверное, стоит посетить каждому, кто первый раз приезжает в столицу Таиланда. Поехали! Начинается мой маршрут с метро Бангкока. Здесь их есть два вида – надземная БТС и подземная МРТ. Есть также отдельная ветка до аэропорта. Метро не очень быстрое, но с учетом пробок до основных достопримечательностей добираться очень даже удобно. И сейчас мы начнем с посещения национальных парков Бангкока, парка Лумпинини и парка Бенджи-Китти. На самом деле узнал я о них достаточно давно, года 4-5 назад, когда первый раз прилетал в Бангкок, но тогда я не возлагал каких-то особых надежд на посещение этих мест. Однако это была самая яркая, наверное, экскурсия за все время моего пребывания в Бангкоке. И самая дешевая, к тому же. Поэтому пошли. Hello. I need to buy eat for fish. Eat for... Нет, eat for fish. Fish. На первое место я поставил парки не случайно. Здесь это настоящие оазисы в душном мегаполисе. За 20 бат тут можно покормить рыб, черепах и голубей с цаплями. Животные тут привыкли к такому вниманию и людей совсем не боятся. Купить корм для рыб можно также прямо в парке у бабушек. Здесь созданы все условия для жителей мегаполиса, как для активного отдыха, так и для буддистских медитаций и духовных практик. В утренние часы ближе к закату тут активно практикуются групповые занятия йогой, ушу и гимнастикой, а за 80 бат здесь можно арендовать катамаран и прокатиться по одному из озер парка. Вы, наверное, спросите, почему именно парки и что в них такого особенного, чего нет в наших парках? Да, все на самом деле просто. Здесь по тротуарам гуляют вараны, на берегах рек греются черепахи. И вот один из примеров. В этом парке вараны повсюду, и это одна из визитных карточек Лумпинини. Они плавают в реках, греются на берегу и даже лазают по деревьям. Здесь можно встретить как малышей до 20 сантиметров, так и взрослых особей по 1,5-2 метра. К туристам они относятся очень равнодушно, а вот тайцы немного брезгливы к этим животным, так как питаются они падалью, а иногда и своими детенышами. Но, как мне показалось, они прикормлены туристами так же, как и рыбы с голубями. Опасны ли они для человека, я точно не знаю, но, как мне кажется, было бы странно держать кучу ядовитых ящериц прямо в центре мегаполиса. Этот парк хоть и небольшой, но занятия здесь себе найдет каждый. Прямо в парке есть открытый общественный бассейн, а в 2 станциях метро находится самый большой в Азии океанариум. Я был в нем, но он на меня произвел меньшее впечатление, чем сам парк. В пешей доступности также находится ночной рынок, где можно вкусно и недорого перекусить. Если вы приезжаете в Бангкок и у вас есть 1-2 свободных дня, обязательно включите этот парк в свою программу. Он будет интереснее храмов и музеев. Парк Лумпинини находится на станции метро Саладенх, и добраться до сюда удобно с любой точки Бангкока. Раджа-Китти находится в 2 станциях от Лумпинини, но по синей ветке. Короче, сегодня нам знатно фартануло. Сегодня день какой-то большой ламы во Вьетнаме. И сегодня все метро у них бесплатное. И надземное, и подземное. Итак, добрался я до второго парка Бенджи-Китти. Идти до него буквально 5 минут от метро. И сейчас я покажу, зачем стоит ехать именно в этот парк. Парк Бенджи-Китти нацелен на более спортивное времяпровождение. Вокруг озера проходят велосипедные и беговые дорожки. Здесь можно арендовать велосипед или катамаран. Я очень люблю велосипед, но после трекинга по Филиппинам крутить педали по 40-градусной жаре – немного сомнительное удовольствие. Я был здесь раньше, и этот парк меня впечатлил своей красотой, количеством различных рыб и черепах, а также тайцев, приезжающих сюда специально на пробежку. Но сегодня я этого ничего здесь не увидел. Странно, очень сильно ушла вода из этого озера. 1-2 года назад оно было почти вплотную вот с этими досками, по которым я и сейчас иду. И раньше здесь плавали огромные черепахи и самы по полметра. Но сейчас я не могу их найти. Возможно, это связано с тем, что сейчас утро,
И они спрятались где-то в тени. Либо это связано с той стройкой, которая происходит на том берегу. Этот парк, безусловно, достоин внимания. Здесь можно наблюдать шикарные закаты, отражающиеся от стен небоскребов. Мне просто сегодня немного не фартануло из-за стройки. В моем инстаграм вы можете найти видео 3-летней давности из этого парка. Там и вода чистая, и рыбы с черепахами были. Второе место – это речные маршруты по Бангкоку, по реке Чао-Прае и по ее притокам. Во Вьетнаме я уже делал обзор на речные трамваи, сейчас расскажу, как обстоят дела в Таиланде. Начинается мой маршрут со станции надземного метро Сапхан Таксин. Это главный пирс, и отсюда отправляется большинство рейсов. Проходит он по реке Чао-Прая и идет на север Бангкока. Чтобы в Бангкоке проехать на речном такси, нужно отстоять вот такую вот здоровую очередь. Несмотря на то, что сегодня четверг, 2 часа дня, рабочий день, стоим, ждем. Речных маршрутов в Бангкоке есть несколько. Самые популярные – это рейсы по самой Чао-Прае. Их есть тоже несколько, и отличаются они цветом флага на палубе и причалами остановок. Карту маршрутов я прикреплю в описании к этому видео, но я сюда приехал без нее, и в принципе по Google картам тоже можно разобраться. Просто планируя свой маршрут, обратите внимание, что причалы находятся на разных берегах реки. Итак, давайте теперь разберемся с флагами на палубах. Оранжевый ходит ежедневно в течение всего дня. Зеленый и желтый ходят не каждый день, кто-то в будние дни, кто-то в выходные. Синий – это туристические лодки, стоимость проезда на них 50 бат. Ходят они быстрее, но количество остановок у них ограничено. Также в Бангкоке есть маршруты по притокам реки Чао-Прая и паромы с одного берега на другой. Планировал я доехать по этому маршруту как раз до притока реки Чао-Прая и там пересесть на более компактную лодку. Но что-то пошло не так, и движение по реке сегодня ограничено. Как оказалось, сегодня официальная церемония коронации короля Таиланда, и проходит она на реке Чао-Прае. В связи с этим часть маршрута движения по этой реке закрыта. Но зато сегодня проезд в Бангкоке на любом общественном транспорте абсолютно бесплатный. А сейчас мы идем на приток Чао-Прае, и здесь можно увидеть, как живут в настоящих таиландских трущобах. Притоки рек по-тайски называются клонгами, и их в Бангкоке очень много. Но самый популярный из них это Сайн Сип. Он начинается от храма Ват Сакет, Золотой горы, и идет на восток. Добраться сюда можно несколькими способами. Самый дешевый это автобус. Я в них, кстати, так и не научился разбираться, поэтому советов здесь давать не буду. Второе это такси. Такси тоже есть разное. Есть, которое ездит по счетчику, а есть тайцы, которые называют цену самостоятельно. Они обычно завышены в несколько раз относительно реальной цены. Это, кстати, относится и к тук-тукам. А так как реальную цену большинство туристов не знают, бизнес тук-тукеров здесь процветает. Так вот, чтобы не переплачивать, в Бангкоке есть аналог нашего Uber – Grab. Тут можно заказать машину или байк, и средняя стоимость поездки будет 50-150 бат. Эти маршруты очень популярны в первую очередь у местных, так как это самый простой и дешевый способ добраться на восток города, до делового центра и знаменитого отеля Байок Скай. Работает этот транспорт с 6 утра и до 7 вечера, стоимость проезда от 10 до 20 бат. Тут есть и кондукторы, они еще помогают швартовать лодку, а также загружать и выгружать пассажиров. Есть еще одна особенность у этих трамваев, которая меня удивила. На протяжении всего маршрута встречается более 10 мостов, под которыми проплывает этот трамвай. И как оказалось, некоторые из них построены слишком низко над водой, и водитель, чтобы проплыть под ними, специально опускает крышу на 10-15 сантиметров. Прогулка по клонгам – прекрасный способ прочувствовать жизнь города изнутри. Здесь прямо в реке тайские бабушки стирают одежду, дети играют в футбол, а кто-то даже ловит рыбу. Контраст богатства и бедноты здесь ощущается очень сильно. Как я уже говорил, рядом с конечной станцией находится храм Ват Сакет. Чтобы в него попасть, достаточно всего лишь перейти мост от пристани. Вход сюда стоит 50 бат. Интересной особенностью является то, что он построен на искусственном холме. Высота холма составляет 76 метров или 344 ступеньки. Не очень много, но с вершины открывается неплохой вид на город. В XVIII веке этот храм использовался как крематорий, и в основании этой горы похоронено более 60 тысяч умерших тайцев. И это единственная искусственная гора в Бангкоке. Сейчас мы поднимаемся по ступеням к храму Ват Сакет. Он находится в центре Таиланда, и тайцы создали здесь настоящий оазис посредине мегаполиса. Обилие тропической зелени и увлажнители воздуха действительно заставляет забыть, что рядом кипит жизнь мегаполиса, а цветущие кусты жасмина наполняют воздух восхитительными ароматами.
Когда поднимаетесь наверх, попадаете в здание пагоды. Внутри него есть еще одна лестница, которая ведет наверх, в смотровую площадку. Но в моем случае она была закрыта. Подъем наверх проходит мимо колоколов, в которые можно позвонить. Говорят, что будет удача, здоровье и все такое. Храм достаточно своеобразный. Здесь нет топ-туристов, и если вы планируете свой маршрут по клонгам реки Чао-Праи, то посетить его точно стоит. Да, это не королевский дворец, и тут нет дорогих и пафосных пагод. Это спокойное и умиротворенное место, куда стоит приехать в конце дня, отдохнуть и увидеть шикарный закат. В залах храма выставлены многочисленные копии изумрудного Будды, и, как говорят тайцы, где-то здесь хранится частица праха Будды, привезенная из Индии, поэтому этот храм особо почитаем в Таиланде. Третье место немного экспериментальное для меня – это музей медицины Таиланда. Много отзывов я слышу о нем, и вот настало время в нем побывать. Hello. I want to buy ticket. On second floor, you sign your name. А? Sign your name. Okay, I need to You write need to sign your name first. my name, yeah? Снимать и фотографировать здесь запретили прямо на входе, но я не мог лишить вас такого удовольствия и заснял несколько экспонатов из этого музея. Этот музей состоит из 4 корпусов и находится в центральном госпитале Бангкока. Первый корпус – это музей анатомии. Здесь представлены различные заспиртованные человеческие органы, больные или с какой-то патологией. Здесь же рассказывается, что это за патология и как она лечится. Очень много заспиртованных младенцев с различными дефектами и патологиями. В общем, зрелище не для слабонервных. Второй корпус – это паразитология и судебная медицина. Именно здесь хранится мумия знаменитого серийного убийцы Си Куэй, а также жертвы других преступлений. Третий и четвертый корпуса – это история развития медицины. В основном это археологические находки, и ничего интересного и шокирующего здесь нет. Медицина в Таиланде находится на высоком уровне, и если вы медик, посетить его, конечно же, стоит. Либо вам надоели скучные краеведческие музеи и хочется пощекотать себе нервы. Он вам тоже подойдет. Во всех остальных случаях, я думаю, лучше воздержаться от посещения этого места. Я люблю Бангкок и очень тепло отношусь к тайцам, потому что именно здесь началось мое первое знакомство с Азией. 6 лет назад я прилетел сюда и был очень удивлен искренне улыбающимся людям, вкусной еде и невероятной природе. И даже сейчас я продолжаю открывать здесь для себя что-то новое. Если видео понравилось, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить обновления, потому что дальше будет нелегальная золотодобыча на Филиппинах, вулканы острова Лузон и самые большие рисовые террасы на Филиппинах. Пока!